Приветствуем! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите телевидение Видврата ТВ. И сегодня у нас сложный, но очень важный выпуск на тему «Как жить, как правильно жить в наше время потрясений, трансформаций и глобальных изменений». Если эту тему расширить, то мы понимаем, что происходит. Меняется мир, происходят геополитические изменения, связаны и их следствием являются войны, изменения в экономике, политике, в социальной жизни людей и даже в отношениях между людьми. И как это все пережить, как понимать смысл всего этого, какие решения принимать и какие главные рекомендации и один самый главный совет, самый важный. Чтобы подтвердить, что сейчас идет время перемен, надо вспомнить, что в жизни человечества есть циклы по 60 лет. И эти 60-летние циклы показывают, что, во-первых, человечество идет к некоторому развитию, но это не прямая линия, это не линейное развитие, а возвращаются какие-то такие ключевые точки, реперные моменты, когда происходят существенные фазовые изменения. Поэтому человечество развивается по спирали. И мы отматываем вот эти витки спирали по 60 лет, и сейчас заканчивается очередной виток, и нам треба подняться на следующий шаг, на следующий уровень и прожить новых 60 лет совсем по-другому. И вот 3 раза по 60 лет, 120 лет назад, где-то в 1840-х годах, вот, произошли серьезные изменения. То есть 20 лет до этого возник капитализм, и вот к 40-м годам 19 века он расширился и начал завоевывать, как его назовем, построение развитых стран. Европа, Америка, они перешли в эту форму капитализма. Вот, когда, во-первых, экономическая составляющая, экономическое отношение совсем другие, не такие, как феодальные, рабовладельческие. Вот. И построение государства и общественных отношений совсем другое. То есть, во-первых, вот этот развившийся капитализм 180 лет назад привел к либерализму, особенно в политике. В политику управления государством пришли люди, которые не являются аристократами и даже профессионалами в политике. Это привело к демократии, к сожалению, к либеральной, иногда к нелиберальной, иногда к многоуровневой. Это дало людям больше свобод, но не только политических или, как назовем там, культурных, да, социальных. Это дало больше экономических свобод, и возник так называемый свободный рынок. И это привело к тому, что это стало более эффективным, и нет смысла было в рабах или в крепостных крестьянах, и отменилось во многих краинах рабство и крепостное право одновременно где-то 180 лет назад по всему миру, не сговариваясь. Вот это рост свобод не только экономических, а политических и, самое главное, национальных, этнических привел к большому количеству освобождений из-под завоеваний. То есть колониальные страны хотели выйти из империй, а те страны, которые были завоеваны, присоединены, они стремились отсоединиться. И поэтому было очень много войн, в результате которых колония отсоединялась, возникала новая страна. То есть возникла Индонезия, в результате войны с завоевателями, возникла Бразилия, возникл Уругвай, Бирма, Мексика. Вот. И некоторые были войны, когда две империи между собой не могли поделить территорию. Англо-голландская война, то есть две империи делили территорию. Вот. Даже была русско-турецкая война, когда Османская империя и Россия не могли поделить Северный Кавказ. То есть там Грузию, Адыгею, Черкесию, Крым и эти прилежащие территории. И была русско-персская война, когда Персия, то есть Иран, воевали за Закавказье, за Южный Кавказ и хотели его с собой переделить. Вот это рост экономических свобод и политических свобод, и социальных, и желание поменять структуру власти привел к огромному количеству революций. Они были в Испании, Португалии, Греции, Сицилии, Турции, Туркестане.
Франции, Австрии, Германии, Италии, Польши и других странах. Даже в России было несколько попыток революции, в том числе восстания декабристов. Было много голода, больше, чем в другие годы. Ирландский голод, он закончился эпидемией. И были картофельные бунты, когда государство заставляло аграриев, да, сельскохозяйственных работников полей заниматься именно картофелем, и это приводило к бунтам. И возникла наука кибернетика 180 лет назад, ровно 180 лет назад, в 1843 году, французский физик, математик, натуралист, естествоиспытатель Ампер написал фундаментальную работу «Опыт философской науки и аналитический вклад природной классификации всех людских знаний». И он создал таким образом науку про управление государством, ну и другими структурами, чтобы эта наука дала правильное управление и обеспечила всех граждан государства благами. Прошло 60 лет, и этот капитализм пришел к кризису и должен был чем-то измениться. И с точки зрения процессов возникли различные такие революции, как вот Парижская коммуна, где люди пытались свергнуть капиталистов, буржуа или буржуев. Вот. Как идеология был создан марксизм, который потом стал корнем к множеству ветвей социализма. Ну и коммунизм – это один из разновидностей марксизма и социализма. Вот. И имея вот эту как бы философско-идеологическую основу, люди пытались выйти из этого кризиса капитализма. Например, убивали правителей, королей, губернаторов. То есть в Италии, в Португалии, в Финляндии 120 лет назад люди пытались выйти из кризиса капитализма под влиянием этой идеологии марксистской, коммунистической, социалистической. Пытались таким образом решить этот кризис. Ну, понятно, что убийством короля они ничего не решали. Было много голода. Например, самый известный, очень серьезный голод на Поволжье и юге России 120 лет назад. Вот. Сами войны не начались, серьезные, очень крупные, но заложился фундамент для будущих войн. То есть зародились причины войн, особенно Первой мировой и подобных. Сформировались эти блоки, Антанта, или как это назывались, я уже забыл. Военные блоки начали формироваться 120 лет назад, чтобы потом вступить в сильные войны. Вот. Сильные социальные и общественные противоречия привели до революций, или хотя бы до их попыток. И вот в России была там революция 1903-1905 годов. Ну и в других странах кризис капитализма привел к революциям или их попыткам. А в контексте развития науки возникла антропологическая школа, которая утверждала, что стремление к преступности, или как мы называем, преступное качество, это неотъемлемое биологическое свойство каждого человека. То есть у человека есть там биологический аспект, физиологический, и так есть стремление к преступности. Это очень интересный тезис, который мы сейчас видим во всей красе. То есть, как бы, если человек ничем не ограничен, он проявляет склонность быть преступником, быть негодяем даже. Хотя в те времена закритиковали эту антропологическую школу, что это слишком низко, слишком тварно или по-животному считать в человеке биологическое встроенное стремление быть преступником. Вот. Это может быть так или не так, но нужно отличать, что есть люди низкого происхождения, высокого происхождения. Есть какие-то благородные люди и неблагородные. Вот. А эта школа это не учитывала и пыталась по размерам черепа, там, носа это все делать. Есть и другие как бы, критерии. Еще прошло 60 лет, это уже 1960-е годы прошлого 20 века. И они отличались двумя важнейшими главными аспектами. Это национально-освободительное движение и новый капитализм или новый тоталитаризм. То есть создалось общество потребления, в котором была главная сила деньги.
оба эти проявления, они идут из одной причины. То есть поменялся тип функционирования человечества и отношений. Невозможность жить по-старому приводит к кризису. Этот кризис был антропологический, то есть человеческий, общечеловеческий, и социальный, общественный, и этническо-национальный. Вот. Если касалось этнических аспектов жизни, тогда эти были этнические революции или бунты. Люди хотели выйти из влияния других давлеющих над ними наций. Вот. То есть это было начало очень мощных национально-освободительных процессов. Например, украинское движение сопротивления возникло ровно 60 лет назад, в 1963 году. Диссидентское движение и украинское, и других республик Советского Союза. Создавались организации, чаще всего нелегальные, иногда как бы там традиционные, культурные, которые пытались все-таки освободиться от подавления одной нации других. Например, крымские татары ровно 60 лет назад, в 60-х годах, начали бороться за свои национальные права, за возможность вернуться в те земли, те дома, из которых насильно их переселили. Они организовывали массовые демонстрации, митинги, создавали свои национальные организации. Ровно 60 лет назад это началось. И это было не только в отдельно взятых странах, это было, например, в Польше, был политический кризис в 1968 году, была Пражская весна, которая была жестко подавлена вторжением советской армии, и были такие же подобные конфликты, беспорядки в Франции. Все это было в 1960-х годах. В контексте, как его назовем, социальной, внутренней жизни людей, семейной, да, произошла сексуальная революция. То есть тоже 60 лет назад. В чем ее смысл? Контрацептивы стали доступны очень легко. Тогда стало возможным заниматься сексом очень много без беспокойства о зачатии, о появлении детей. Поэтому люди стали больше заниматься сексом. Секс стал важной, приоритетной сферой их жизни, но это очень сильно снизило рождаемость. Последствия снижения рождаемости мы до сих пор переживаем, особенно в тех странах, где эта революция была. Там в некоторых странах население сильно снижается, вплоть до возможного вымирания. Там есть, культурный, музыкальный аспект. Возникло движение хиппи, связанное с сексуальной революцией. Но культура, музыка это одно, а уменьшение количества рождаемых детей это серьезный удар по возможности людей выживать, да, и самое главное, что это был сильный удар по взаимоотношениям мужчина-женщина, по понятию семья, по понятию, семья. Что такое семья? Это мужчина, женщина и дети. И дети рождаются, чтобы создавались новые семьи, и продолжался род. А тогда основным смыслом семьи стало удовольствие, получаемое в семье. Например, сексуальное удовлетворение друг друга. Кажется, что это не связано, на самом деле связано. Ровно 60 лет назад возник так называемый гендерный подход, когда вдруг решили, что мужские качества мужчине, а женщины женские основаны не на его поле, как врожденном, естественном, природном, хотите биологическом, живом фундаменте, а как возникшие в процессе социализации. То есть приобретенный. Пол стал приобретенным во время социализации. И говорят, что ты мальчик, и мальчик начинает себя вести как мальчик, играться оружием, машинками, саблями, пистолетами, только потому, что его так социализовали. Мы понимаем обоснованность всего этого. Но ровно 60 лет возник этот гендерный подход, когда стали утверждать, что половые роли приобретаются социализацией. Мы видим, к чему это все приводит.
Психология стала больше, как бы, как назовем, потребительской, да, и предыдущая философия ценностей ушла на второй план, а стала модна психология социальная. И также развились такие направления, как трансперсональная психология и знаменитый Абрахам Маслоу со своей пирамидой Маслоу. А в контексте легкости життя, легкости получения желаемого, наслаждения и потребления, стала сильно применяться автоматизация в производстве. Стали применяться конвейеры, автоматизировать системы управления, так называемые СУ, компьютеры, первые роботы. И люди стали меньше работать, и стало больше создаваться товаров. Больше хороших товаров стало создаваться, чтобы людям стало как бы жить лучше. Вот. Ну и зародилась так называемая глобализация, то есть транснациональные компании стали очень мощными корпорациями и начали распределять производство по всему миру. Там дешевле сырье, там дешевле люди, там дороже можно продать. И вот этот экономический обмен глобальный стал приоритетным. То есть возникла экономическая глобализация и сила транснациональных корпораций. Ну и из хорошего, что можно сказать, возник системный анализ, как очень мощное направление в познании, в поиске ответов, решений, в исследовании структур, ситуаций, в том числе отношений людей или других каких-то систем. Вот. И второе дыхание получила кибернетика, основанная 180 лет назад Ампером. Вот. Уже использовались компьютеры, математика стала более мощной и прикладной, и возникли науки об управлении, которые объединили вот это системный анализ, прикладную математику, управление, и кибернетика получила второе дыхание и стала еще более важной, уважаемой и эффективной наукой. А вот как мы видим, что каждые 60 лет происходит кризис взаимоотношений в обществе, между конкретными людьми, между группами людей, между сообществами людей, между нациями, национальностями, этносами, между странами, потому что меняется как бы основа взаимоотношений. Капитализм, кризис капитализма, социализм. Кризис социализма, как назовем его, неокапитализм и общество потребления. И теперь это кризис общества потребления, которое было главных точнее один смысл. Это потребление и деньги, которые для этого нужны. Вот потреблять теперь не будет являться главным смыслом жизни, а деньги перестанут быть главной силой. Вот. Мы помним эту прекрасную песню Pink Floyd «Money», деньги. И видим, к чему это привело. То есть капитализм менялся на социализм с капиталистическими, как назовем, экономическими взаимодействиями, средствами производства. Где-то наоборот, социализм стал с человеческим лицом капитализма, но тем не менее смысл был в потреблении, а главной мерой потребления были деньги. То есть вот эти общества посткапиталистическое, социалистическое и подобные, которые сейчас завершают как бы свои возможности не только развиваться, а функционировать, существовать, они построили все взаимодействия на финансовом, экономическом, материальном обмене, а деньги были мерой этого обмена. То есть даже есть такие важные крылатые фразы, что политика – это концентрированное выражение экономики. И все ради экономики, ради финансового результата, ради денег, а политика под это подстраивается. И мы видим, что так и было 60 лет. Политики продавались, покупались, выполняли заказы экономики, они могли быть лоббированы. Экономика управляла политикой. Или второе, общеизвестное такое крылатое выражение, что политика – это продолжение экономики за государственные финансовые средства.
То есть у государства есть какие-то финансовые возможности, и она выходит в политику, используя деньги для того, чтобы достичь каких-то экономических результатов. То есть only business, или как это? Ничего личного, только деньги. Business as usual. То есть прежде всего деньги, экономический результат. А что там с точки зрения политических ценностей или гражданских свобод, или вообще как бы честности, порядочности, это все уходит на второй план, если на первом месте деньги. И поэтому взаимодействие между людьми построено на деньгах. Вот с детства мы говорим ребенку: будет деньги, купим тебе подарок. Отношения в семье построены на обмене, так называемом, финансовом. Отношения между государствами, между предприятиями, заводами, структурами построены на деньгах. И вот это было главной мерой отношений. И тогда деньги стали главной силой. Даже есть такое выражение: в эту эпоху Богом стали деньги. Вам домашнее задание — найти автора этого выражения. Кто сказал, что Богом стали деньги, или деньги стали Богом в эту эпоху, которая заканчивается. И вот эта вот привычка строить отношения на деньгах, на потреблении, на материальных экономических критериях, она привела к такой иллюзии, что нам кажется, что деньги — это главная сила. Мы говорим: нет, нет, там не в деньгах счастье, но мы это все лукавим, мы считаем, что деньги — главная сила. То есть какой мы тост говорим человеку на день рождения? Были бы деньги, остальное купишь. Там, или я желаю тебе много денег, а остальное купишь за это. И здоровье, и счастье, что там. Все остальное купишь. Желаю денег, все остальное купишь. Осознанно, неосознанно, честно, нечестно, открыто или подспудно, но мы считаем, что главная сила — это деньги. А это иллюзия. И вот эта вот иллюзорность отношения к деньгам как главной силе, она очень опасна. И для конкретного человека она опасна, она испортит ему жизнь. И она опасна для человечества в целом. И это отношение испортило жизнь человечества. И плоды этого мы пожинаем. Возьмем каких-нибудь там европейских политиков, не буду называть страны и фамилии, но вот используя приоритетность экономики, экономической целесообразности, финансового, денежного результата, привело к тому, что политические ценности и цели утрачены, и уже их невозможно вернуть, уже потеряно время, возможность. И поэтому эти отношения идут к коллапсу, к разрушению. То есть деньги уже не могут быть движущей силой взаимодействий людей, сообществ, структур, наций, этносов, государств. И они должны поменяться на что-то другое. Но каждый раз, когда меняется, это происходит очень больно. Мы не хотим отдавать то, что было, и переходить на что-то новое. Это трудности роста, это боль роста, это боль трансформации. И деньги не хотят уходить. И сила, которая ввела эти деньги, некоторая сила иллюзий, да, она говорит, что а я против того, чтобы вы меня поменяли на другую. И она не захочет уходить. Она уже не хочет уходить. И мы не хотим ее отпускать. Вот. И тем не менее это произойдет. И самое главное будет смысл всего, что происходит. Мы увидим какую-то настоящую, реальную, главную силу, которая всем управляет. И это, кажется, не деньги. Какая? Вот сейчас давайте с этим разберемся. То есть и конкретный человек, вы, я, и человечество в целом увидит другую, настоящую, реальную силу, которая управляет всеми взаимодействиями. Это поможет понять, для чего человек живет, в чем его предназначение, в чем смысл его жизни. Это даст ему не только какую-то профессию, как специальность, это даст ему некоторые ценности, ради которых стоит жить. Он тогда будет знать, чем заниматься, как жить, как себя вести, какие решения принимать, по каким критериям, как ценностям, принципам по каким. И даст ему те плоды и результаты, которые будут ему соответствовать, которые его усилят и о которых он не будет жалеть. Следующее проявление этих всех процессов – это то, что люди не различают, какие законы внутренние, проживаемые, ощущаемые, природные, и какие внешние, социальные, искусственные, общественные, как еще назовем шаблонно-стереотипные в виде установок социальных. Вот. И мы не различаем, по какому закону мы что-то делаем. И в основном все человечество 60 лет жило по внешним законам. Социально-общественным, административно-правовым,
там, криминальным, ну, имеется в виду юридическим, вот, и игнорировала природные законы. Ну, ухудшилось там здоровье, усложнилось там зачатие людей, уменьшилось там какие-то телесные опыт, но люди этого не замечали, потому что игнорируют природные законы и природные естественные внутренние ощущения. Теперь это нужно менять. Нужно меньше соблюдать внешние законы и больше внутренние. Я не призываю нарушать там административные законы, криминальные, совершать преступления. Просто нужно знать, что если можно принять решение на основании природных законов и ощущений и внешних социальных установок, как назовем, ну, информации, объективной логики или общепринятых моделей поведения, там, шаблонов или моды, нужно выбирать что-то внутреннее, ощущаемое, проживаемое, живое, то есть природное, натуральное, естественное. И это очень важная тенденция изменений. Те, кто этого не сделают, они будут продолжать жить вовне и будут не перейдут на другой уровень жизни, на другие процессы жизни. А те, кто перейдут, они будут ощущать жить, тоньше ее проживать и быть в этом взаимодействии, можно сказать, в гармонии, в ладу с более утонченными, абстрактными, но более важными силами, высшими, там, духовными, родовыми, божественными и природными, естественно, а не, ну, не умозрительными, а искусственно созданными. Ну и замена движущей силы приводит к тому, что система в целом, с большой буквы система, она входит в кризис. То есть геополитическая система, она в кризисе. То есть международная система, там, правовая, геополитическая, социально-экономическая, она в кризисе. Но каждый человек по-разному от этого пострадает. И мы видим этот кризис, да, то есть международные организации, ООН, Организация здравоохранения, МАГАТЭ, ОБСЕ, ЮНЕСКО и прочие не могут выполнять свои функции. Они утратили эту возможность, потому что то, что раньше работало, не работает, деньги уже не работают, да и функции должны поменяться, потому что должна быть иная ценность у их функционирования. Но те люди, которые понимают, что происходит, и выбирают эти вот более тонкие, высшие, абсолютные, вечные силы и ценности, они меньше пострадают из-за того, что глобальная геополитическая система разрушается и трансформируется. А те, кто живут больше под влиянием вот этих внешних ценностей и законов, они пострадают больше. И чтобы тут максимально правильно принимать эти решения, надо взять свою личную полную ответственность за себя и за свое будущее. Не отдать его там вовне. То есть за здоровье отвечает не врач в больнице, а я. За образование отвечает не учитель или система образования, а я. За свою безопасность, конечно, может помочь мне там и полиция, и какие-то другие структуры, охранные агентства, но в принципе я беру ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, за свои знания, образование, за свою безопасность, иногда взаимодействую с окружением. Но я за все отвечаю, а не оно. Вот это поможет не поддаваться главным проблемам вот в это время кризиса, столкновений, потрясений, трансформаций. Главная опасность — это поддаваться страху, а тем более панике, когда это концентрированный страх. И вторая опасность — это жить в хаосе, в беспокойствах, как вот отсутствие стратегии, отсутствие смысла, отсутствие дальновидности, энтропия. Вот. Если я беру ответственность, я знаю, куда я двигаюсь, ради чего, с какими принципами, ради каких ценностей. И тогда возникает стратегия, страхи уходят, тем более нет паники и нет хаоса. Есть путь сложный, интересный, необычный, но закономерный. И что самое главное, очень много влияний и пропаганды, и, как их еще назовем, средств массовой информации, даже провокации. Вот, если я не имею это, что я сказал, тогда я поддаюсь и пропаганде, и манипуляциям средств массовой информации. И 3 ключевых вопроса
3 Каана. Чтобы это все проверить, задавайте их себе время от времени. Первый. Что является настоящим знанием? Не набором информации, какие-то сведения. Что является настоящим знанием? Лучше вечным или хотя бы ценным, глубоким, настоящим. Второе. Что является моими вечными ценностями? Не конкретными материальными, потому что работу можно потерять, дом могут тут разбомбить, ракета может попасть в квартиру или там в мой двор, машина может сгореть, да? Деньги могут исчезнуть. Но что-то может никогда у меня не потеряться, что-то у меня нельзя отобрать. Как вот знания нельзя отобрать, точно так же нельзя отобрать, допустим, достоинство. И какие у меня есть такие подобные вечные абсолютные ценности, как достоинство, которые у меня нельзя отобрать. И чем их больше, тем меньше я завишу от внешних, негативных, неприятных ситуаций и событий. И третий ключевой вопрос, Каан. Какая сила действительно управляет моей жизнью? Вот я утром встаю, да, просыпаюсь, там, почистил зубы, помылся, может быть, что-то еще сделал, помедитировал или выпил кофе, и потом я что-то начинаю делать. Куда-то двигаюсь, что-то планирую, что начинаю. Под влиянием какой силы я вот это вот планирую и начинаю делать? Какая сила мной управляет, когда я строю свой ежедневный распорядок дня? И те, кто поняли эти вопросы для индивидуального субъективного ответа, и если в ответе на них вы цените опыт и ощущения, тогда вы сможете принимать решения так, чтобы набираться опыта, набираться силы и усиливающих ваши ощущений. Если вы цените смысл, суть, которая понимается разумом, тогда у вас будет развиваться сознание и рациональность, разумность. А если вы это все не цените и, допустим, вместо того, чтобы оценить опыт, ощущения, будете это проверять по каким-то объективным внешним критериям, тогда будет больше страданий и потерь сил, потерь ресурсов. Если вместо того, чтобы видеть смысл и понимать ее разумом, да, рационально, осознанно, вы полагаетесь на внешние источники информации, тогда под влиянием, скажем, информационных войн, вы будете совершать ошибки. Допустим, из-за того, что у вас была ложная информация или неполная информация, или невозможность ее правильно проанализировать и так далее. И важно сказать, что, конечно, нас беспокоит все человечество, да, мы желаем добра всем людям, но мы не можем изменить судьбу человечества, мы не можем повлиять на предназначение человечества. Человечество живет своей жизнью, со своим общечеловеческим предназначением и проживает свою судьбу. А нам нужно разобраться со своим предназначением, со своей судьбой и там ближайшим окружением, очень близким и родным. И иллюзию ни той силы, ни того смысла, заблуждение в контексте ценностей не надо у человечества исправлять. Какие-то устраивать акции или там о чем-то кричать, заявлять. Надо с собой разобраться и не ошибиться в своем предназначении и в своей судьбе. А почему это больно и нам, и всему человечеству? Потому что это время, чтобы разрушить отжившее, то есть искусственное, иллюзорное, ошибочное, временное, отработавшее, старое, уходящее. И тогда можно создать что-то новое, более живое, более естественное, более настоящее, более природное, более высшее. И вот это ломать старое всегда очень неприятно, больно. Как вот делать операцию или там ломать старую хату. Это больно, она же хочет жить. Но нам нужно снести этот старый дом и построить новый. Это больно что-то ломать. Кроме того, те силы, которые создали эти отжившие структуры, сила денег, сила иллюзий, сила потребления, сила материальности, они не хотят уходить, не хотят отдавать свои завоевания. Поэтому они будут за это держаться за последнее и нам говорить: вы без нас не сможете, почему нас бросаете, мы к вам привыкли, или мы вам устроим, если вы нас оставите.
Чтобы это было легче, можно знать и помнить всегда, что для меня является самым ценным. То есть у меня есть много чего, но что из этого самое ценное? Что для меня самое главное в жизни? И таким образом мы можем быть под меньшим влиянием этих иллюзорных, ну, искусственных сил, которые не хотят отпускать нас. И очень важный аспект, если мы сравним прогнозы разных систем астрологии, там, ведическая, джотиш, китайская, тибетская или какая-то еще, очень часто будет различное описание того, что вовне, и того, что внутри. То есть вовне может быть прогноз очень страшных событий. Война, голод, эпидемия, разрушение, какие-то технические, технократические катастрофы. А внутри, допустим, понимание происходящего, осознавание процессов, познание судьбы человечества, познание высших принципов, понимание силы, которая всем это руководит. Вот. И это может быть очень хороший опыт. Поэтому разделяйте опыт вовне, как назовем, объектный, проявленный, внешний, социально-общественный, материалистичный, и внутренний опыт. То, что я почувствовал и осознал, то, что я прожил и понял. И внутренний опыт может быть очень позитивным. Даже если вот человек оставил самое ценное, да, он оставил этот мир, он потерял жизнь, оставил жизнь, пошел в иной мир, то лучше жить, допустим, недолго, но достойно, чем долго и недостойно. Если мы уже отсюда уйдем, а это известно, то лучше уйти достойно, не прячась, не боясь, не позорясь, да, не совершая недостойных поступков. Вот, и поэтому, что самое ценное? Но если это достоинство, тогда выбираю достоинство, но при этом умираю. Если мне важен внутренний опыт, то иногда можно пожертвовать чем-то плотским, плотным, телесным, физическим, но получить что-то более абстрактное, но ценное с точки зрения вот этой вот как бы высшей реальности осознания, с точки зрения мира, глубокого мира, там где главное это понять, осознать. Ну и есть силы, да, бог Сивый в прославянской традиции, в родноверстве, бог Шива в ведической традиции и подобные боги в других цивилизациях, которые разрушители, но они разрушают, чтобы построить что-то новое. Он уничтожает и строит новое, он трансформирует. Это сила трансформации, и сейчас время бога Сивы или Шива Деваты, Шива Девы. Вот. И те, кто будут держаться за старое, не хотят освобождаться от него, то им будет хуже всего. Ну и последнее, нам нужно понимать, что если мы говорим о трех реальностях, высшее осознаваемое, внутреннее ощущаемое проживаемое и внешне объектное, материальное объективное, тогда можно поставить такие приоритеты. Важнее, что вовне, неплохо, что внутри, и на третьем месте, что там глубоко в осознании. И так, в принципе, жило человечество 60 лет, к этому все призывали. То есть важно, что вовне, покажи свои деньги, покажи свои достижения, покажи свои материальные результаты. А что ты при этом чувствуешь, не так важно. А что мы при этом осознаем, вообще имеет третичное значение. Но можно переставить вот эту перевернутую пирамиду вверх острием и поставить ее на фундамент, на основание. То есть прежде всего важно, что я осознаю, понимаю, какие у меня сознания, принципы, ценности. Потом важно, что я чувствую, и это должно соответствовать моим осознаниям, ценностям. И третично то, что вовне, как объекты, как внешние воплощения, внешние результаты, материальные аспекты жизни. То есть внешнее должно быть третичным. Если я так переставлю приоритеты, тогда будет все по-другому. И это задача и человечества в целом, и каждого из нас.
То есть внутренне ощущаемо должно быть настроено на высшее, осознаваемое, понимаемое, а внешнее должно быть настроено на внутреннее. И тогда это правильная иерархия, правильная пирамида, правильная упорядоченность, приоритетность. И тогда все будет гораздо лучше, даже в эти тяжелые времена потрясений, трансформаций и даже войн, катастроф и выживания. И главный совет, если вы что-то, то есть всегда знаете ради чего. Главный совет, всегда понимаете ради чего. Если вы понимаете решение, ради чего это решение. Если вы делаете какое-то действие, ради чего это действие. Если вы получаете какой-то опыт, ради чего этот опыт. Если что происходит вовне, и вы не можете на это повлиять, и вы под влиянием, во власти обстоятельств, вы находитесь в какой-то ситуации, ради чего эта вся ситуация, и к чему это приведет, и что-то в конце. И вот это вот ради чего и мое решение, действие, опыт, и внешние ситуации, обстоятельства. Понимая, ради чего все это, вам будет гораздо лучше, гораздо яснее в этой жизни, что происходит с вами и что происходит с окружением. Благодарю вас за понимание. На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели телевидение Видоврата ТВ.